Привет, друзья! Вы на канале Кариевая жизнь на Кипре. Последние несколько дней наши подписчики просят нас снять новостные видео, чтобы рассказать, какая обстановка на Северном Кипре и так далее. У меня несколько дней были большие проблемы со здоровьем. Это отразилось на моих детях. У нас уже ездили в больницу и со Златой. Но сейчас я собрала всю волю в кулак, хотя в горле ком и тяжело дышать, но тем не менее пойдемте погуляем, и я вам расскажу, какие на Кипре новости. Через кого, если не через меня, вы об этом узнаете. Благо, что на Кипре есть очень красивые места, природа, в которые можно прийти, помедитировать и немножко успокоить свою нервную систему. Природа – это самое могущественное на Земле, что есть. И, конечно, если человечество думает, что оно самое главное на Земле, то оно глубоко ошибается. Сегодняшнюю прогулку для начала я вам хочу, перед тем, как рассказывать важные новости, хочу вам рассказать, вообще сказать такой вот, не поймите неправильно, не прочитать мораль, а просто вот сказать свои мысли вообще в жизни, которые меня сопровождают, которые я всегда стараюсь донести до своих родных и близких, до своих друзей, знакомых, людям, которые мне не безразличны. А мысль эта состоит в том, что вы знаете, что вы у себя одни, и что только вы можете позаботиться о себе сами. Никто не вправе решать вообще, что вам в этой жизни делать, как вам жить. Не обращайте внимания на какую-то критику. И вы знаете, что вы никому, кроме себя и своих родных, не нужны. Независимо, где вы никому не нужны. Абсолютно. Будьте в какой-то степени эгоистами. Думайте и делайте, и будьте на 2 шага вперед. И никакие обстоятельства не должны на вас как-то влиять. А если уже есть какие-то моменты, не от вас зависят, все равно делайте максимально выгодно для вас, никогда никому не подчиняясь. И выгодно для вашей семьи и для ваших родных. Потому что никто не позаботится о вас и о ваших родных, кроме самих вас. Сейчас на Кипре очень красивая пора. Погода 16-18 градусов. Очень тепло, очень благоприятно, приятно гулять, проводить время на природе, не жарко, разные достопримечательности смотреть. Некоторые даже умудряются и покупаться. Температура воды около 18 градусов. Многие задают вопрос, как прилететь на Северный Кипр сейчас. И я скажу, что да, самолеты летают из Турции, но с билетами большие проблемы. И стоимость билетов, я бы сказала, вообще неадекватная. Очень много желающих прилететь. Второй вопрос, который мне задают, это по аренде недвижимости или по покупке. Скажу, что сейчас
уже начинается такой, теплый сезон. Обычно он начинается с апреля по ноябрь, и очень тяжело арендовать недвижимость, да, квартиры на краткосрок, так и на долгосрок. Потому что Кипр – это все-таки курортная страна, и люди, которые приобрели недвижимость, они либо сами живут, либо приезжают в отпуск и не сдают, либо они сдают с целью инвестирования на краткосрок. Мы сейчас пришли на пляж, вот они еще такие необорудованные, тут все грязно, но потом скоро уже будет все красиво. У нас 2 дня назад был буран, пропало электричество, все поздувало. Это вот волейбольная площадка, мы тут решили прогуляться, у нас скоро волейбол. И тут все поздувало, и, конечно, ужасно. Интернета дома не было 2 дня, я не смогла проводить онлайн-тренировки. В общем, не очень. Но сегодня погода хорошая, и я надеюсь, она будет и дальше такая. Вот. Что касается аренды, то сейчас очень большие проблемы по аренде недвижимости. Очень. Если раньше с апреля начинался сезон, то в этом году он уже начался, я вам скажу. И все, что не сдавалось, все уже сдалось, а все, что осталось, то очень дорогое. Очень много запросов на аренду, и я не знаю, вообще практически ничего не могу многим предложить. Есть там несколько вариантов, но цены с каждым днем растут все больше и больше. Что касается вопроса пребывания на Северном Кипре. При прилете на Северном Кипре вам поставят 30 дней пребывания. Ходят слухи, что это количество дней будет изменено в меньшую сторону, но это всего лишь слухи, поэтому я не хочу раньше времени ничего говорить. Для того, чтобы вы смогли пребывать спокойно на Северном Кипре, вам необходимо получить ВНЖ. Для этого нужно либо купить недвижимость на любую стоимость, либо снять на долгосрочную аренду. Насколько вы снимете, насколько у вас будет договор, на такое количество вам и дадут ВНЖ. Подробности о получении ВНЖ у меня есть видео, вы можете зайти и посмотреть всю информацию. Если я раньше очень осторожно людям рекомендовала приобретать недвижимость на Северном Кипре, то сейчас я смело говорю, что да, стоит обязательно, как можно быстрее. Это в ваших все руках. Ваш выбор в жизни, все, что происходит с вами, это ваш выбор. Кто-то ждет чего-то, кто-то очень материально к чему-то привязан. Вы знаете, что за вашу жизнь и за жизнь ваших детей и за ваших родных вы сами ответственны. Никто другой. Да, возможно, нужно иногда выйти из зоны комфорта, чтобы что-то поиметь. Мы переехали в квартирку из шикарного дома. Да, нам не очень комфортно жить в плане жилья, но мы взвесили и посмотрели, что будет лучше для нашей семьи когда-то, 2 года назад, и приняли такое решение. И вот уже целый год мы живем в прекрасном месте. Я говорю спасибо этому острову и говорю спасибо себе, своему мужу и своим родным, кто с пониманием отнесся ко всему. Не просто так все в этой жизни. И вы должны никогда никого не винить, а только думать о себе и всю ответственность нести сами за свою жизнь и за свою безопасность. Так, что касается вопроса по покупке недвижимости, я в свою очередь хочу вам порекомендовать обращаться в проверенные, хорошие, официальные агентства недвижимости, риэлторские компании, у которых есть команда, у которых есть связи, у которых есть ответы на все вопросы, которые могут решить любую вашу проблему.
Есть, знаете, такие типа лидеры продаж, так называемые агентства, которые тут все берут побольше народу из-за каких-то рекламных моментов, но на самом деле они столько набирают себе клиентов, что потом их клиенты звонят мне и просят сфотографировать объект, который они им продали. То есть там никто не занимается сопровождением клиента. У меня таких есть пару риэлторских компаний, которые не очень порядочные, я считаю, не очень хорошо работают. Вот. А есть хорошие компании, которые я могу порекомендовать, которым мы помогаем в свою очередь. Мы также сопровождаем клиентов, встречаем, делаем ГВНДК. Мы максимально выполняем для них все их пожелания. Мы максимально договариваемся с этими компаниями, чтобы они дали как можно больше скидки нашим клиентам. Иначе, я говорю же вам, что я дам вам скидку, что у нас самые будут лучшие цены. Я же не могу вас обмануть. Правильно? Вы мне пишете, звоните, следовательно, я это говорю нашим риэлторским компаниям, что я вам приведу клиента, если вы ему дадите максимально лучшие условия, лучшие, чем другие. И они согласны. И вот мы выбрали такие компании. Вот у нас есть компания, которая очень давно на рынке. Там целая команда, люди, которые занимаются образованием, ВНЖ. То есть там не один человек, не один агент, знаете, который не может разорваться на всех. А если он заболеет, то что? А там целая команда. Я рекомендую обращаться к официальным компаниям, у которых есть право продаж. Тут есть определенные моменты. И я скажу, что и застройщики любят сотрудничать с официальными компаниями, потому что у них тогда не возникает никаких вопросов. Они знают, что агенты этих компаний до конца доведут клиента и решат разные вопросы. Вот, это то, что я вам хотела сказать по поводу покупки недвижимости. Сейчас такой большой ожидается ажиотаж, это я вам скажу точно. И поэтому будьте осторожны, очень осторожны при выборе. Обращайтесь действительно, как-то к порядочным людям. И такой момент, есть недвижимость, которая находится в не очень хороших и благоприятных районах, но она по хорошим ценам. И, естественно, там будут покупать, и там купят. Подумайте заранее, как вы будете ее продавать, кому вы будете ее сдавать. Сгоряча ничего не делайте. Абсолютно. Это правда. Очень все обдумано. Вот, это что я хотела вам рассказать по недвижимости. Ее на самом деле готовой немного. У меня очень много на район Алсанжак запросов. О, кстати, это наш мужчина, который нам тоже воду привозит. Мераба! Nasılsın? Тут звоните, через 10 минут вам привозят водичку. Все собаки разорались. Так, одного тронула, все разорались. Вот, мне нравится это просто местечко. Здесь дома находятся, кстати, здесь недалеко военная база. На эти дома возле Камелота нету титулов, но здесь живут все англичане. Они такие люди, им этот титул и не надо. Они доверяют Северному Кипру, это колония бывшая английская. И тут покупают недвижимость, и дома англичане, и возле военных баз. Им эти титулы не надо. Наши русские люди более по этому поводу переживают. Я считаю, правильно делают. Я тоже рекомендую покупать на объекты, где титул обменный, либо турецкий. Это просто гуляем, красивый очень комплекс. Мне он нравится. Я узнавала, сколько здесь стоит недвижимости и что по документам. Вот информацию просто вам рассказываю заодно. Вот. Поэтому при покупке недвижимости очень-очень осторожно, аккуратно, не спешать, неситесь. Потому что сейчас может, быть бум, кто-то может какими-то влиять не очень порядочными методами. Помощь там будут оказывать, как будто вам. На самом деле никакой помощи не будет, а просто могут втюхивать вам вообще какой-нибудь неликвид. А вы на стрессе и купите. Поэтому осторожно. Вот, это что касается
недвижимости. Так, задают вопросы нам еще по автомобилям. Сколько стоит автомобиль? Знаете, да, на острове Надена автомобиль, без него тут никак. Есть места, где можно прожить без автомобиля, это вот наши. Кстати, вот не договорила, собаки отвлекли, что вот в Алсанжаке, вот у меня запрос есть на квартиры, я не могу найти ни в аренду людям, не могу найти готового ничего на продажу. Есть вторичка старый, несколько вариантов, а вот нового, прям приличного, ну вообще ничего нету, либо очень дорого. Это правда, вот говорю как есть. Ну, там в стройке сейчас появятся квартиры. Есть там пару вариантов, но они в стройке. Вот. Что касается, вот, договорю, машин. В среднем купить автомобиль в таком нормальном состоянии, знаете, чтобы не ездить от СТО до СТО, стоит около 6-7 тысяч фунтов. Вот рассчитывайте на эту сумму. За 3-4 тысячи фунтов, ну, это будет совсем какой-нибудь такой автомобиль. Угу. Боже, он чуть на дыбы не стал. У нас тут, конечно... Вот. В общем, вот где-то 6-7 тысяч фунтов можно купить такой небольшой, аккуратненький, приличный автомобиль. Мераба. Тут, если не поздороваешься, это дурной тон. Здесь все равно надо здороваться. И вы знаете, я говорю, это мое место. Я очень люблю, конечно, общаться, здороваться. Вот. Так, по поводу образования еще скажу. Вот у нас уже заканчивается сезон мандарин, немножко осталось. По поводу образования скажу, что школы у нас есть турецкие, есть бесплатные, но их действительно мало, и там нужно знать турецкий язык. А так частные турецкие школы, их стоимость 2000 фунтов в год. Либо английский, стоимость от 4000 фунтов в год. Так что вот имейте в виду, вот мы сейчас гуляем, такой район, это между Лаптой и Алсанжак, вот, недалеко от моря, вот такое вот местечко. Я вам сниму видео по Лапте, потому что там есть бюджетное жилье, в принципе, неплохое. Много вариантов, ну, немного вариантов, но есть варианты. Вот люди меня тоже спрашивают про Лапту. Я вам сниму, и вы сами посмотрите этот район. Вы сами посмотрите своими глазами, почему там жилье более дешевое. Вот, вы посмотрите. Ну, конечно, когда больше бюджета нету, то люди, естественно, согласны покупать и в Лапте. Ну, потому что там можно купить хорошую квартиру 2+1, 3+1 за 45-50 тысяч фунтов. Таких цен, конечно, в Алсанжаке новых нету. И ну, в других районах хороших тем более. Вот. Лапта неплохой район, он находится, в принципе, сразу за Алсанжаком, Дагирны не так уж, не намного дальше, и маршрутка ходит, магазины, есть инфраструктура, но он более такой старенький район, много таких заброшенных домов. Ну, я вам покажу этот район, мы обязательно съездим на днях, потому что много запросов по Лапте. Я понимаю, чего, потому что это бюджетный вариант, и, естественно, люди, ну, хотят хоть что-то купить, хоть как-то вывести свои деньги. Поэтому я сниму видео про Лапту, покажу вам. Кипр – прекрасный остров. Я его очень сильно люблю. И, как говорит моя подруга, я вернулась домой. Я действительно вернулась домой, к себе. И я хочу сказать, что киприоты показывают себя с наилучшей стороны. Я ими восхищаюсь. Это очень добрые люди, которые умеют сопереживать, которые умеют и радоваться вместе с вами. И это очень дорогого стоит. И только сейчас я вообще поняла миссию, как так все получилось, как так все переплелось. И я понимаю, что это все не случайно. Вообще все, что в жизни с нами происходит, все не случайно. Как у нас складывалась вообще ситуация в последнее время в жизни. Я когда начинаю это все анализировать, я понимаю, что у каждого человека есть своя миссия. Нужно прислушиваться к себе, отбросить все какие-то амбиции, самое главное, материальную какую-то составляющую, какие-то даже где-то блага, где-то во что-то, чего-то нужно лишиться, выйти из зоны комфорта, услышать, что тебе говорит Бог, и тогда у вас все будет в жизни и хорошо, и вы увидите, узнаете свое предназначение.
Ребята, кому интересно видео про Северный Кипр, кто смотрит наш канал, подписывайтесь, ставьте нам лайки, чтобы YouTube нас рекомендовал. Тут ходят слухи, что скоро YouTube накроется. Ну, дай бог, чтобы мы могли с вами общаться через вот него, и все было хорошо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и пишите в комментариях ваши вопросы, отзывы. Нам очень хочется быть для вас полезными, и хочется, чтобы все были здоровы, живы и счастливы. До новых встреч. Пока-пока.